Привет, армия. В последнее время мы получаем много новостей от группы, но больше всего наше внимание привлекло, конечно же, все, что связано с Тэхёном. Как обычно, мы снова видим их очень близкими, связанными и разделяющими ту связь, которая всегда была их отличительной чертой. Хотя некоторые все еще настаивают на том, что Чингук не хочет быть с Тэхёном, или что агентство заставляет его делать это, просто чтобы похвастаться, реальность иная. Многие участники группы говорят, что Чингук просто оказывает Тэхёну фан-сервис или что ему некомфортно рядом с ним, но на самом деле Чингук никогда не показывал никаких признаков дискомфорта в его присутствии. Всякий раз, когда они проводят время вместе, видно, что они сами этого хотят, и на этот раз они делятся моментами, снятыми ими самими, из своих личных пространств. Если они делятся ими, то потому, что оба решили так поступить. Тэхён никогда бы не выложил видео, которое не одобрил Чингук. В этом обновлении мы видим, как они вместе тренируются, Тэхён снимает, и Чингук, как обычно, хочет быть рядом с ним. Он подходит без долгих раздумий, с желанием всегда быть рядом с Тэхёном, и как только он оказывается там, он делает игривый жест, как будто позирует перед камерой, демонстрируя свои мышцы и в очередной раз демонстрируя естественную привязанность, которую они испытывают друг к другу. Именно эти, казалось бы, мелочи делают Тэхёна таким особенным, то, как он заботится о себе, ищет друг друга, делится, не говоря многого. На протяжении всего видео есть и другие моменты, где мы можем видеть, как Чингук, даже когда он делает что-то совершенно другое, все еще помнит Тэхёна. Иногда взглядом, иногда просто тем, как он двигается, когда тот рядом. И то же самое происходит в обратном порядке. Есть связь, которая выходит за рамки физического. Во время записи, пока другие заняты своими делами, Чингук и Тэхён, кажется, находятся в своем собственном мире, мир с другими правилами, где главное — быть вместе. Кто-то назовет это химией, другие скажут, что это просто привычка, но те из нас, кто следил за их историей годами, знают, что это не притворство. Их отношения развивались со временем, полные искренних моментов, уютного молчания и искреннего смеха. Тем, кто все еще думает, что они просто притворяются, запомните одно: никто не может так долго притворяться, не осознавая этого, а с Тэкуком ничто не притворяется. Здесь есть уважение, привязанность и общая история, которая сквозит в каждой детали. Как мы уже знаем, Чингук был занят работой над своим новым альбомом, и поэтому какое-то время он отсутствовал в социальных сетях. Он не так часто хвастается собой, как обычно, что вполне объяснимо. Но недавно мы наконец-то получили несколько новостей, которые позволили нам узнать, как он проводит время, и было приятно видеть, как они наслаждаются заслуженным отдыхом на пляже. В перерывах между обновлениями есть несколько моментов с Тэхёном, которые настолько естественны и особенны, что их трудно игнорировать. Чингук снимает на телефон, сосредоточенно запечатлевая то, что находится перед ним. Тэхён подходит к нему с улыбкой, замечает, что он делает, и говорит так, словно выступает в роли оператора. Его комментарий краток, но полон смысла. Затем Тэхён тянется за телефоном и тоже снимает, и Чингук, в свойственной им шутливой манере, говорит, что это его телефон. Как только Тэхён попытался его поднять, он выронил его, и он упал на землю. Все присутствующие рассмеялись, даже они оба, которые постоянно смотрели друг на друга. Это не было какой-то особенной сценой или чем-то, требующим объяснений, но это был один из тех простых моментов, которые позволили нам увидеть их настоящую связь за пределами любой ширмы или слухов. Их естественное взаимодействие всегда говорило само за себя. Был еще один очень значимый момент. Чингук шел чуть впереди. Тэхён, почти не говоря, положил руку ему на плечо, он попросил его идти медленнее, и Чингук просто согласился, как будто это было самое обычное дело. Он даже сказал что-то вроде «Ну, давай пойдем помедленнее», как будто эта простая просьба исходила от того, кто и так явно был с ним на одной волне. И вот что между ними произошло. Чингук всегда слушал Тэхёна, не из чувства долга, а потому, что между ними была настоящая связь, превосходящая все поверхностное. Было доверие, была привязанность, и, самое главное, было постоянное присутствие. Мы наблюдали, как они росли вместе на протяжении многих лет. Мы знаем, что они многое пережили, как хорошее, так и трудное, и они всегда были рядом друг с другом.
Этот последний пляжный отпуск – еще один пример того, как они продолжают заботиться друг о друге, поддерживать друг друга и наслаждаться каждым мгновением. Дело не только в том, что они показывают, дело в том, каково это – видеть их. Тэгуку не нужно говорить, что они вместе, его действия говорят сами за себя. Их отношения остаются такими же крепкими, как и прежде, и это явно не мимолетный этап. Это что-то более глубокое, более реальное, более их. И да, мы знаем, что всякий раз, когда возникают такие моменты, многие начинают говорить, сравнивать или даже сомневаться. Но правда в том, что то, что есть между Тэхином и Чингуком, не нуждается в объяснениях, оно есть для тех, кто действительно хочет это увидеть. Не нужны ярлыки или теории, важно осознать, что есть история, которая длится уже какое-то время, это постоянно, это были взлеты и падения, как и у любых настоящих отношений, но они все еще продолжаются. Если Чингук и Тэхён что-то нам показали, так это то, что они вместе. Нам не нужно публичное объявление, чтобы их связь была очевидна. Нет никакого сценария, никакого принуждения, никакой игры в угоду кому-либо. То, что у них есть, принадлежит им, и они делятся этим, когда хотят, как хотят. И каждый раз они делают это так просто и искренне, что в конечном итоге это раскрывает больше, чем любое официальное подтверждение. Эти моменты на пляже показывают не только Чингука, наслаждающегося свободным временем, работающего над музыкой, или Тэхёна, непринужденно делящегося с другими. Эти моменты показывают пару, которая продолжает наслаждаться временем, проведенным вместе, которая заботится друг о друге, которая уважает друг друга и которая продолжает строить прочные отношения шаг за шагом, не будучи унесенными вниманием или внешними ожиданиями. И это то, что делает Тэхёна таким особенным, потому что, несмотря на все, что можно сказать или интерпретировать, единственное, что имеет значение, это то, как они смотрят друг на друга, как они разговаривают друг с другом, и как они продолжают выбирать друг друга в простые моменты. Одна из самых очевидных вещей о Тэхёне – это то, как они понимают друг друга, не говоря ни слова. То, как Тэхён и Чингук ведут себя рядом друг с другом, не изменилось со временем. На самом деле, есть определенные жесты, которые они повторяют так часто, что они стали частью их языка как пары. Эти шаблоны повторяются снова и снова, они проявляются только тогда, когда они близки, и они никогда не чувствуют себя неловко или вынужденно. Есть что-то очень естественное в том, как они прикасаются друг к другу, как они располагаются вместе, или как они ищут взгляды друг друга, когда находятся в группе. Это что-то, что кажется реальным и постоянным. Иногда им даже не нужно говорить, их тело и жесты говорят сами за себя. Они делают это не для того, чтобы привлечь внимание или чтобы другие заметили, они ведут себя так, потому что это часть их повседневной жизни. Особенно показательный пример – момент, когда они идут. Чингук идет чуть впереди, словно отвлеченно или торопится. Тэхён подходит, не говоря ни слова, кладет руку ему на плечо и тихо просит сбавить скорость. Чингук ответил «да», и тут же сказал «хорошо, пойдем потихоньку». Это не было какой-то грандиозной сценой или чем-то сложным, доверие было наиболее очевидным именно в эти короткие моменты. Такая динамика встречается не у всех, но между ними это случалось часто. В их отношениях была синхронность, которая выходила за рамки дружбы. Она была очевидна в том, как они заботились друг о друге, как реагировали, когда рядом был другой человек, или как менялся язык их тела, когда они были вместе. Эти жесты можно было увидеть на многих их прогулках или записях. На пляже, например, был очень простой, но значимый момент. Чингук снимал что-то на телефон, и Тэхён подошел к нему, посмотрел на него и сказал, что тот стал хорошим оператором. Он сказал это с улыбкой, словно гордился чьим-то достижением. Затем он попытался отобрать телефон, но Чингук в шутку сказал, что это его, словно обозначая свое пространство, но без напряжения. Скорее, это было похоже на игру между двумя людьми, привыкшими делиться. В этот момент Тэхён случайно уронил телефон, и все присутствующие рассмеялись. Это был естественный момент, никакого позирования. Интересно было то, что Чингук не злился и не волновался. Он просто смотрел на него и смеялся вместе с ним, словно это была ситуация, которую они уже пережили бесчисленное количество раз.
Эта сцена повторялась бесчисленное количество раз. Иногда Тэхён уверенно прикасался к Чингуку, иногда Чингук прижимался к нему, не обращая внимания на то, кто за ними наблюдает. Не было никакого стыда, никаких фильтров, только они вдвоем делились своими чувствами так, что не требовалось объяснений. Уникальность отношений Тэхёна и Чингука заключалась не только в том, что они показывали, она также в том, что оставалось неизменным даже без камер. Было много жестов, которые существовали годами и оставались неизменными. Например, они незаметно держались за руки, прижимались друг к другу, когда чувствовали, что никто не снимает, или смотрели друг на друга определенным образом, когда молчали. Ни один из этих жестов не казался нарочитым или сделанным на публику. Все они были продиктованы привычкой, их привычным образом жизни в паре.